Сегодня в Армении парламентские выборы. Страна эта нам всем, как антивоенным россиянам, вообще не чужая. Для многих наших зрителей она стала временным домом, а если судить по ценам аренды жилья в Ереване, которые снижаться даже не думают, для многих стала и постоянным. Нынешнее голосование в Армении очень сильно похоже на парламентские выборы в Молдове в 2025 году. Тут тоже разговор не о налогах, социальных гарантиях и миграционной политике, а об избрании внешнеполитического курса. Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна прямо декларирует евроинтеграцию как главное свое электоральное предложение. А ее оппоненты, в первую очередь сильная Армения во главе с миллиардером Самвелом Карапетяном, владельцем группы компаний «Ташир», сила откровенно пророссийская, чего тоже не скрывает. Компанию «Ташир» наши зрители могут знать как владельца сети торгово-развлекательных центров «Рио». А вообще по рейтингу Forbes «Ташир» — вторая компания в рейтинге российских рантье. Ее годовой доход от аренды составляет 640 миллионов долларов. Помимо бесконечной коммерческой недвижимости, в группу Карапетяна входят еще сети ресторанов и кинотеатров, застройщик жилой недвижимости и российский же Фора-банк, 62-й по активам, 35-й по вкладам физлиц. Называя вещи своими именами, главный оппонент правящей партии в Армении – российский олигарх с армянским гражданством. Сегодня обсудим его кампанию и участие в ней российского начальства. Но прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу блокировок интернета. В том числе и бесплатные там есть. Среди способов есть также VPN Liberty. Он дает 30 бесплатных пробных дней без привязки карты. Ссылка на него в описании. Компания Карапетяна идет ровно так, как можно было себе представить компанию с участием России и российского олигарха. Тут и подкуп избирателей, и фейки в соцсетях, все технологии 90-х, помноженные на технологический прогресс. Правящая же партия не скрывает, что пользуется поддержкой Евросоюза. Он уже анонсировал финансовую помощь для компенсации потерь от развязанной Москвой торговой войны. Вмешательство в нынешние армянские выборы даже по российским меркам нечто беспрецедентное. Пожалуй, настолько грубого шантажа, завязанного на угрозы войны, мы еще не видели. Короче говоря, ЕС с одной стороны и Россия с другой особо не скрывают, что они полноценные участники выборов. И поскольку при всей любви нашей к Армении наш канал все-таки про Россию, поговорим мы именно о российском вмешательстве в чужие выборы. Путинское вмешательство в чужие выборы – это история о том, что иногда Горбатова могила исправит. Иногда никакое негативное подкрепление не работает. 20-летняя эпопея с Украиной, стоившая России таких миллиардов, что их будут считать историки. 2 похода на Майю Санду в Молдове. Какая-то позорная мутка в Черногории. Каждый раз попытка дирижирования чужими выборами, включая ту, в которой Путин лично работал доверенным лицом Януковича и ездил в Украину за него агитировать, заканчивалась, в общем-то, одним и тем же. Самое гнусное жулье уносило от кремлевских простофиль мешки денег, а простофили получали скандал и испорченные отношения с дружественной страной, где пытались провернуть электоральную спецоперацию. Ну окей, если уж не хватает мозгов на своем опыте учиться, то на других гляньте. Буквально пару месяцев назад Джей Ди Венс так удачно съездил в Венгрию, что оппозиция не просто там немножко выиграла, но проехалась по Орбану и партии Фидес паровым катком, аж клочки по закоулочкам полетели. Свою глупость не замечайте, хотя бы со стороны посмотрите, как оно работает. Вот же пример. Никто не любит иностранного вмешательства в свои выборы. Когда же ваше вмешательство не какие-то тайные воздействия и манипуляции, но прямые требования и шантаж, эдакий приказ из империи о назначении наместника, это хороший способ привести избирателя в ярость. Понять кремлевскую картину мира, конечно, непросто. Своих выборов они боятся как огня. При тотальной зачистке политической поляны и интернета, при полной монополии в эфирных СМИ, при сгоне бюджетников и прямых фальсификациях, при всем при этом тотальный контроль все равно не достигается. Как только граждане понимают, что есть хоть мизерный шанс показать начальству факт, они тут же это делают. За все 26 лет путинского правления ни разу такого не было, чтобы губернатор от Кремля, вышедший во второй тур, смог там выиграть. И это при том, что на выборы допускают только табуреток, которые компании не ведут. А выйдя во второй тур, иногда и против себя пытаются агитировать. Но чтобы табуретки эти, боже упаси, не выиграли случайно, нужно было изобрести электронное голосование.
Нужно было отчаянно, как в последний раз, бороться с оппозиционными стратегиями типа умного голосования. У себя дома российские начальники чем дальше, тем больше полагаются уже не на законодательство, не на агитацию, а на прямое переписывание результатов. Но почему-то считают, что за границей, где нельзя объявить Пашиняна экстремистом за публикацию не той фотографии и снять его с выборов, где нельзя никого посадить и ничего заблокировать, где у них нет монополии в СМИ, вот там они смогут чужие выборы выиграть. Люди, которые изо всех сил избегают любой конкуренции, искренне полагают, что они мастера манипуляций в конкурентных процедурах. Эта вера в себя необъяснима. Даже карикатурный диктатор из фильма Саши Барона Коэна успешно выигрывал только собственную Олимпиаду, а на настоящую не совался. Тут мы явно видим наш неизбывный карго-культ. Кремлевские жители всю дорогу продавали себе и другим историю о том, что американцы вмешиваются и манипулируют всеми на свете выборами. За любой оппозиционной активностью в России они видели американские миллиарды. В своем очень советском поклонении Западу им очень хотелось быть как американцы, делать то, что они американцам приписывают. Именно из этого исходит полная нечувствительность к негативному опыту. Из поражений не делается вывод, что так вообще не работает, что нельзя управлять чужими выборами. Из поражений делается вывод, что у американцев получается лучше и надо стараться больше. В случае же с Арменией происходит даже по нашим меркам какая-то очень уж странная история. Сейчас об этом продолжим после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Чтобы понять, насколько растет рынок фриланс-услуг, нужно взглянуть на возрастную статистику фрилансеров. Среди них становится все больше людей за 45. Не только молодежь, но и специалисты с серьезным опытом идут на фриланс, чтобы увеличить доход или стать частью крутого проекта, не переезжая и сохранив свой образ жизни. Что сильно расширяет возможности компании найти того самого редкого специалиста, причем за меньшие деньги. Но возникает проблема правового характера. Ценный специалист может жить в любой точке мира, вместе с иным трудовым законодательством. И придется организовывать целый отдел, чтобы он заключал договора и оплачивал фрилансерам работу с учетом всех законов. Или можно отдать эту проблему на аутсорс. Например, компании EasyStaff. У нее есть платформа EasyStaff Payroll, которая значительно упрощает работу с фрилансерами и удаленными сотрудниками из более чем сотни стран мира, включая постсоветские. По сути, это сервис-посредник. Вы заключаете B2B договор с европейским юрлицом EasyStaff, приглашаете на платформу фрилансера, описываете ему задачу, затем пополняете баланс на EasyStaff Payroll, а после завершения работы фрилансер получает оплату уже от сервиса. При этом обе стороны получают все необходимые документы, которые EasyStaff формирует автоматически. Комиссия сервиса гибкая. Вы можете выбрать фиксированную комиссию в 39 евро за транзакцию или процентную ставку от 3%. Ставка зависит от условий перевода и суммы. Фрилансер же не платит ничего. Просто выводит деньги без комиссии и НДС туда, куда ему удобно. Хоть на банковский счет, хоть на криптокошелек, хоть на PayPal. Все это прозрачные и легальные переводы с полным пакетом закрывающих документов. С EasyStaff Payroll работать с фрилансерами куда проще. Попробуйте по ссылке в описании. Регистрация на платформе бесплатная. Или используйте этот QR-код. Продолжаем. За несколько недель до выборов Россия последовательно запрещает импорт из Армении, причем прицельно бьет по агросектору. Из Армении уже нельзя ввозить цветы, минеральную воду, рыбу, овощи, клубнику, яблоки и сухофрукты. Кроме того, введен запрет на транзит этих товаров через российскую территорию в другие страны Евразийского экономического союза. Путин угрожает Армении как минимум исключением из ЕАЭС, повышением тарифов на энергетический экспорт, введением пошлин и полноценного таможенного контроля. А как максимум, через слово упоминая «ситуацию, как в Украине», Путин угрожает Армении войной. Все эти угрозы вкупе с торговой войной четко привязаны именно к выборам. Дескать, если вы, армяне, не скинете Пашиняна, мы вас уничтожим, хотя бы экономически, а может и войной. Никто послания этого не стесняется. До такой степени, что агентство Reuters, незамеченное ранее в фантазерстве, пишет: российские власти планировали отправить на выборы в Армению 100 тысяч российских армян. Как это технически возможно провернуть, даже с точки зрения просто логистики, не очень-то понятно.
сколько самолетов туда нужно отправить и каким образом. Но в том, что нечто подобное могли показывать во всяких презентациях на высоких совещаниях, мы практически не сомневаемся. Это же наши родные начальственные фантазеры. Те самые, которые в первые дни войны с Украиной, как раз когда в Киевской области колонна Росгвардии горела, обсуждали, где найти достаточное количество управленцев для такой большой захваченной страны. С этих станется и трансфер 100 тысяч граждан Армении запланировать. Что важно, это все происходит на фоне опросов, говорящих о достаточно уверенной победе партии Пашиняна. В каждой стране своя специфика предвыборной социологии. Про армянскую мы ничего не знаем. Не знаем, например, насколько хорошо опросы покрывают сельскую местность, где живет 37% населения страны. Но из тех цифр, которые есть, следует: Путин активно пытается выиграть выборы, которые выиграть нельзя. Пытается работать против победителя. Заведомо с этим победителем испортить отношения. Зачем так вообще делать? Тут существует две версии. Одна чуть более разумна и сильно менее правдоподобна. Вторая сильно проще и кажется ближе к истине. Первая версия предполагает наличие многоходовочки. Дескать, начальство российское целится не в эти выборы, а в следующие. Задача сейчас максимально запугать избирателей, а за следующие 5 лет нанести Армении такой ущерб, чтобы на словах «ну мы же говорили» привести к власти лояльное себе правительство. В многоходовочки такие, тем более с прицелом на 5 лет вперед, мы не верим. Умея наши управленцы в длинные ряды причинно-следственных связей, в многолетнее планирование, в учет всяких сложных обстоятельств, вроде внутренних политических раскладов у соседей, то не разменяли бы мы уж 5-й год войны, и многие россияне так и не узнали бы, что в Запорожской области есть село Малая Токмачка. Вторая версия нам кажется гораздо более правдоподобной. Заключается она в том, что Путина просто персонально бесит Никол Пашинян, который, если кто забыл, пришел к власти в результате бархатной революции 2018-го. Мирные уличные протесты скинули действующее начальство, да еще и в постсоветской стране. Это худшее с точки зрения Путина, что может случиться. Это его персональный ночной кошмар. Никакое движение снизу не должно помешать начальству уезжать из кресла исключительно вперед ногами. Любой случай, особенно по соседству, где это успешно получается, это ужасающий дух будущего Рождества. Подобное не должно закончиться чем-то хорошим. Ничья революция не должна становиться позитивным примером для России. Чтобы примером не стала победа Евромайдана, Путин устроил Крым и Донбасс. Все должны были увидеть прямую связь. Победа протеста равна развалу страны и гражданской войне. Торговая война, угрозы повторения украинского сценария, совершенно уморительная идея заслать в Армению население целого города размером с Гюмри. Все это и близко не многоходовочка. Все это следствие личной ненависти Путина к Пашиняну и искреннего желания путинского окружения ее удовлетворить. Доносит ли окружение до Путина реальный предвыборный расклад и шансы скинуть Пашиняна? Видимо, в той же мере, в какой докладывают о шансах дойти до границ Донецкой области. Ничто нам не говорит о том, что представление Путина об армянской политике отличается от его представлений о его собственной войне. Разве что во втором случае лапшу гораздо проще развешивать. Никол Пашинян же не просто пришел к власти в результате революции, он бесит Путина и в реальном времени сегодня. Правительство Пашиняна не шарахается туда-сюда, оно недвусмысленно нацелено на евроинтеграцию. Скорее всего, в обозримой перспективе у граждан Армении появится безвиз с Европой. Правительство Пашиняна готовится на выход из ОДКБ, что будет означать выселение российской военной базы из Гюмри. С точки зрения Армении это совершенно логично. В ситуации с Карабахом, когда Азербайджан обстреливал международно признанную территорию Армении, Россия самоустранилась и свои союзнические обязательства не исполнила. Сколько бы ни было вопросов к текущему состоянию НАТО, ОДКБ уж точно показала, на что лавочка эта годна. Пашинян перед Путиным и миньоном его Лукашенко даже не пытается играть в политес. Лукашенко он разве что открыто нахер не шлет. Путина троллят прямо в лицо. Достаточно вспомнить, как армянский премьер на встрече в Кремле проехался по блокировкам интернета. Армения, и это явно верховное политическое решение, а не самодеятельность полиции и спецслужб, не выдает России политэмигрантов. Людей по российским запросам задерживают, но на утро отпускают. Армения, благодаря возможности въезжать по внутреннему паспорту, вообще стала главным хабом для экстренной эвакуации в военное время.
Через Армению бегут уклонисты и дезертиры. Через Армению едут даже чиновники на пути в США. Не просто так армянский ВВП за время войны растет интенсивнее, чем, скажем, грузинский или любой другой страны, куда эмигрируют россияне. Почти 13% в 22-м, 8,6% в 23-м, 24-м соответственно. Армения с самого начала войны приобрела репутацию надежного шелтера для россиян, желающих привести и материальный, и человеческий капитал, и не желающих при этом жить при путинизме. Понятное дело, что только как в воздухе запахнет новой мобилизацией, войной со странами Балтии или чем-то подобным, именно Армения станет местом, куда поедут люди. Ведь там им не откажут во въезде, как бывает в Грузии, не сфабрикуют дело и не выдадут России, как случается в Казахстане. Репутация Армении как места, откуда не выдают, Путина тоже радовать не может. Когда российские спецслужбы с их запросами на экстрадицию раз за разом посылаются лесом, это тоже явная фронта. Слушая, в каком тоне российская пропаганда говорит об Армении, можно сделать очевидный вывод. Пашинян Путина бесит до крайней степени. И нет тут никакого тайного многосложного плана. Пашиняна, которого Путин явно считает просто обнаглевшим губернатором, пытаются скинуть любой ценой. Идея эта выглядит провальной с самого начала, а агрессивные и хамские распоряжения из Москвы Пашиняну скорее добавляют очков. Но об этом Путин, похоже, узнает по результатам выборов в Армении. И результаты, как это принято, будут интерпретированы на свой лад. Мол, причина не в том, что идея была провальной с самого начала, просто западные кукловоды постарались лучше, чем наши. Единственное, что мы точно понимаем, исходя из своего четвертьвекового опыта жизни при Путине, эпопея это не станет уроком. Провалы в таких спецоперациях российских начальников ничему не учат. Как считали они себя самыми ловкими кукловодами постсоветского пространства, так считать и продолжат. Как боялись они своих выборов в той же степени, в которой считают себя мастерами чужих, так и будут бояться своих и по уши залезать в чужие. Как разговаривали с соседями языком шантажа и хамства, так и будут разговаривать. Как превращали самых близких союзников в противников, так будут и дальше превращать. Пока сидят на троне. До завтра.